Эта история началась 9 месяцев и 2 дня назад. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. 18 октября 2021 года в результате одного неслучайного эксперимента на пне фаленопсиса Summer Breath или летнее дыхание появилась детка. Маленькая детка размером со спичечную головку. Я назвала эту малышку Октябриной по месяцу ее рождения. Сегодня в конце видео вы обязательно увидите, какой выросла Октябрина за 9 месяцев. Кроме того, сегодня я покажу вам нетрадиционные способы использования традиционных средств, природных средств, которые мы уже больше года используем на этом канале. Для тех, кто только-только присоединился к каналу, я расскажу, что здесь мы не используем ничего химического, ничего химически синтезированного, ни удобрений, ни стимуляторов, ни активаторов, никаких энергенов, только то, что дарит нам сама природа. Ссылки на все предыдущие видео по заданной теме я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Там же вы найдете тайм-коды или временные коды для быстрого перемещения от одной части видео к другой. С теми, кто никуда не торопится, мы начнем рассматривать подробности, как всегда, по порядку. На ваших экранах детке 1 месяц, и пока к ней не применяется ни одно природное средство. Малышка каждый день поливается микрополивом утром и вечером. Микрополив – это полив орхидей в микродозах, буквально 1-2 столовые ложки на посадку. Я для микрополива использую спринцовку, и в дальнейшем я обязательно покажу вам, как это делаю. Темпы развития детки в первый месяц жизни меня совершенно не устроили, и я решила малышку пролечить изнутри, то есть посредством сосудистой системы. Буквально 1-2 столовые ложки настоя толстянки в корне орхидеи. И я получила тот результат, который вы сейчас видите на своих экранах. Результат меня необыкновенно воодушевил, и я решила продолжать микрополив с помощью настоя толстянки. Несмотря на то, что первые месяцы жизни этой маленькой орхидеи выпали на самое холодное и самое темное время года, она показывала невероятную динамику в развитии. На ваших экранах 18 января 2022 года и Октябрине 3 месяца. В этот период на нашем 43 градусе северной широты световой день составляет всего 9 часов. Маленьким орхидеям для более динамичного развития нужен более длинный световой день, как минимум 14-16, а то и 18 часов в сутки. Всем видам своих орхидей я продлеваю световой день с помощью светильников. Это линейные светильники цветовой температуры 6500 кельвинов и мощностью от 18 Вт и выше. Много света, много воды и прекрасный воздухообмен не только листовой массы, но и корневой системы. Обратите внимание на огромное количество вентиляционных отверстий по стенкам горшка. В данном случае это обыкновенная пластиковая обрезанная бутылка. С такими условиями содержания и с таким уходом к 4-му дню рождения малышка размером со спичечную головку превратилась вот в такое растение. Здесь важно отметить еще один очень существенный фактор в скорости и динамике развития орхидей. И это, конечно же, водные процедуры. Несколько раз в день все малыши обязательно опрыскиваются. Именно процесс опрыскивания тыльной или нижней части листа орхидеи очень важен для активации С3 пути фотосинтеза. Обычно в домашней культуре орхидеи существуют посредством КАМ-пути фотосинтеза. Мы идем другим путем и позволяем своим орхидеям
действовать факультативно или избирательно. И поэтому орхидеи, которые регулярно опрыскиваются и душуются, существуют за счет двух путей фотосинтеза – С3 пути фотосинтеза и КАМ пути фотосинтеза. Такие растения показывают небывалую динамику в развитии. Они способны растить множество корней одновременно, несколько листьев и развивать цветоносы. В посадках со всеми моими маленькими и слабыми растениями вы всегда можете увидеть растения-спутники. Чаще всего в посадку к орхидеи подселяется детка Каланхоя дегримона или Каланхоя живородящего. В своих видео я часто повторяю «живое к живому». Именно на кончиках корней здоровых и активно развивающихся растений образуется гормон роста. Этот гормон воздействует и на слабые рядом растущие растения, давая им толчок к более быстрому и активному развитию. В этот же период я активно использую каланхоя в виде водного настоя для микрополива этой орхидеи. Всего 1-2 листа каланхоя дегримона способны изменить жизнь вашей орхидеи к лучшему. Дорогие зрители, обо всем этом очень подробно уже существуют отдельные видео. Не задавайте лишних вопросов. Изучите все видео по ссылкам, которые я оставлю в описании под видео и в первом закрепленном комментарии под ним. А тем временем вы можете наблюдать процесс микрополива растения с помощью настоя каланхоя дегримона. В моем случае микрополив производится с помощью спринцовки для носа. Объем спринцовки 35 мл. Каждое утро и каждый вечер по одной спринцовке настоя каланхоя в корне орхидеи. Следует отметить, что настой из всех видов суккулентов прекрасно хранится в холодильнике. Я храню вот в таких маленьких плотно закрывающихся баночках. После холодильника перед употреблением настой обязательно нужно подогреть до комнатной температуры или температуры на 2-4 градуса выше комнатной. Вместо каланхоя для этих целей вы вполне можете использовать алоэ древовидное или алоэ вера. Пропорции для изготовления настоя одинаковы: 1-2 листа на 1 стакан воды. Кадры апреля 2022 года, когда Октябрине исполнилось полгода, были для вас завершающими. И в последнее время под разными видео по этой теме у меня спрашивают, что стало с малышкой на сегодняшний день. Но прежде чем я покажу вам, что делала малышка все те 3 месяца, которые вы ее не видели, я продемонстрирую вам нетрадиционное использование традиционных суккулентов. Итак, берем 1 лист любого суккулента, будь то каланхоя дегримона, алоэ древовидное или бабушкино алоэ, алоэ вера или любой другой вид алоэ, которое не является ядовитым. Или же листья толстянки, крассулы, денежного дерева, дерева хирурга. Названия могут быть разными в разных странах. Я использую крассулу овата или толстянку яйцевидную, толстянку овальную. Все это название одного и того же растения. Для нашего нетрадиционного и суперэкономного использования нам понадобится всего 1 лист толстянки, пресс для чеснока и маленькая емкость для сока. Измельчаем лист толстянки с помощью ножниц прямо в емкость пресса для чеснока и начинаем давить. Сок идет достаточно быстро, хорошо, сока получается много. В наших целях, то есть для орхидей, мы будем использовать абсолютно все. И сок толстянки, и жмых, который образуется после выдавливания сока. Для наглядности я собрала сок шприцем. И посмотрите, в шприце 2 мл, это меньше половины полученного сока.
И этого сока нам хватит больше, чем на неделю использования на больных, ослабленных и маленьких орхидеях. Если запасы толстянки у вас невелики, вы можете прямо со шприца закапать несколько капель сока толстянки в центр розетки фаленопсиса, и этого уже будет достаточно. Если толстянки много, вы можете использовать сок так, как это делаю я на ваших экранах. То есть взять кисточку, обмакивать ее в сок и с двух сторон смазывать листья фаленопсиса. Именно этот метод позволяет больным, ослабленным и реанимационным орхидеям восстановить тургор листьев буквально на глазах. Ну а для здоровых орхидей такая обработка – это ключ к максимально быстрому развитию и цветению. Жмых после приготовления сока мы тоже будем использовать в обязательном порядке. Из него мы приготовим настой, который будем использовать для микрополива. Помещаем жмых в обычную эмалированную, стеклянную или керамическую посуду. И заливаем водой температурой 70-90 градусов Цельсия. Настаиваем 12-14 часов, процеживаем и используем. Готовый настой можно хранить в холодильнике. Использовать так часто, как требует положение дел. Если орхидея очень ослаблена, можно использовать каждый день. Ровно месяц назад, 20 июня, на стволе маленькой октябрины я увидела растущее нечто. Октябрине тогда исполнилось 8 месяцев. Еще через несколько дней стало понятно, что у нее растет цветонос. Все те зрители, у кого эта малышка родилась и развивалась на глазах, поймут весь спектр моих чувств. Цветонос развивался не по дням, а по часам, буквально на глазах. И несмотря на то, что в тот период мои возможности были очень ограниченными, я каждую неделю снимала для вас развитие этого цветоноса. Хочу показать вам октябрину в полный рост. Даже не октябрину, а соседа. Ту маленькую детку Каланхоя дегримона, которую я подсадила 8 месяцев назад. Посмотрите, какой вырос сосед. Скоро он пойдет в отдельную посадку. А теперь посмотрите, куда уже проросли корни маленькой октябрины. Корни маленькой орхидеи вовсю осваивают субстрат и стремятся туда, где более влажно. И вот на ваших экранах результат 8-месячной работы. Вот так октябрина выглядела месяц назад. За 8 месяцев преодолен путь от растения размером со спичечную головку до вот такого красивого подростка. За месяц малышка потрудилась на славу и в свой 9-месячный день рождения выглядела вот так. Цветонос ее вытянулся, на нем уже началось формирование бутонов, листья в размере еще подросли. Помните, я когда-то сравнивала размер маленького растения с крышечкой от пластиковой бутылки? Посмотрите, какое теперь растение и где теперь та крышечка. И вот, друзья, очень волнительный момент. Все как у больших. Мы начинаем формировать цветонос малышки, как и взрослым большим и крупным орхидеям, с помощью веточки гибискуса. Вы только подумайте, все это происходило на глазах у большинства из вас. Вы видели рождение этого маленького существа на пне орхидеи, а теперь это самое растение зацветает. И все это за 9 месяцев. И ни одной капли химии. Только солнечный свет, воздух и вода.
и, конечно же, наши природные помощники. Самые мощные помощники, которые всегда под рукой, которые могут расти у нас на подоконниках, это суккуленты – алоэ, каланхоэ и толстянка. Их мы можем использовать круглый год напролет, ведь они всегда на наших подоконниках, всегда под рукой. Они помогут нам, если нужно возвратить к жизни вот такую красоту. Напомню, так цветет сорт фаленопсиса Summer Breath или летнее дыхание. Так цвел купленный мною пенек, пока на нем не родилась детка. Та детка, которая сама скоро зацветет. В следующий раз я обязательно покажу вам цветение обеих деток, рожденных на пнях в октябре прошлого года. И ихтиандры, и октябрины. Ну а пока я напомню вам, что 16 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.